От пациентки рак молочной железы 4-я стадия с метастазами в печени. Начало июль 2022 год. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 42 лет, дата исследования 22 августа 2023 года, область исследования органы брюшной полости и забрюшинного пространства, печень, положение и форма обычные, КРТ 161 мм, КРТ 115 мм. МР структура печени однородна, очаги патологического сигнала не выявлены, контуры четкие, ровные, структура паренхимы неоднородная. В С7 визуализируются кистозные включения размером 26 на 23 на 22 мм, с пристеночными мягкотканными структурами 18 на 8 мм, 21 на 10 на 15 мм с пристеночными мягкотканными структурами 4 на 3 мм, 15 на 11 на 12 мм и 5 на 4 на 4 мм. Диаметр портальной вены 10 мм. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Холедах прослеживается на всем протяжении, не расширен, до 5 мм, структура в его просвете однородная. Желчный пузырь обычных размеров, формы и положения. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Поджелудочная железа не увеличена. Контуры четкие, ровные. МР структура поджелудочной железы однородна, очаги патологического сигнала не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована, интактна. Вирсунгов проток, 2 мм, селезенка расположена обычно, правильной формы. В размерах не увеличена. Надпочечник справа обычных размеров формы, в левом визуализируется округлое образование размером 134 на 12 мм. Правая и левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. В правой подмышечной области визуализируется единичный лимфоузел размером до 16 мм по короткой оси, активно накапливающий контраст. Заключение МР картина секундарного поражения печени, правосторонней аксиллярной лимфаденопатии, образование левого надпочечника, более вероятно аденома. Архив не представлен, динамику не оценить. 29 августа 2023 года к М.Н. доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными.